Друзья, всех приветствую на нашем канале, с вами Александр, здравствуйте. Наше сегодняшнее видео мы посвящаем знакомству вот с этой педалью-гармонайзером от компании Muir. Не будем терять времени, начинаем. И сразу о страшном. 15 тысяч рублей без десяточки. И эта педаль окажется у вас дома, в студии или на рабочем месте в любимом ресторане. Дорого? Ну, если сидишь дома и не имеешь никаких источников дохода, то, наверное, дорого. А если чешешь в хорошем кабаке с нежадными посетителями, то такая игрушка вполне может отбиться за один удачный вечерок. Ну ладно, это вопрос так, из разряда поговорить. А вот другой вопрос – это а надо ли оно нам? Вот давайте и подумаем на этот счет. Значит так, универсальная педаль-гармонайзер, разработанная для улучшения как вокала, так и гитары, работает в 12 тональностях, имеет 11 режимов гармонизации, в нее встроен модуль реверберации с возможностью управления ее громкостью, имеются 3 режима тона – Flat, Warm, Bright и 7 пресет-слотов для собственных готовых эффектов. Давайте подробно остановимся на каждом пункте. Итак, первое, что мы делаем, это выбираем нужную нам тональность. Делается это ручкой Key и кнопкой Sharp, если тональность у нас диезная или бемольная. Дальше крутим ручку Mode для выбора именно того эффекта гармонизации, который нам нужен. Их, напомню, 11. Вот здесь на боковой панели они все обозначены. Вроде как шпаргалочка такая. Ну а как они работают, давайте будем слушать прямо сейчас. Итак, подключились. Все, что нам с вами остается, это выбрать нужную тональность. Ну, я ничего выбирать не буду. Пусть останется С, то есть до, мажор, бог с ним. И нажать кнопочку On. Дальше ручкой Mode мы выбираем эффект, то есть эффект гармонизации. Под первым номером у нас октава внизу, добавляем громкости. Добавляем громкости. Вот она появилась, октава внизу. Так, убрали. Номер 2 у нас квинта внизу. Так, надо еще уметь с этим работать. Третий эффект, подглядываю в шпаргалочку, это терция внизу. Терция внизу, терция внизу. Прям очень низко внизу терция. Дальше четвертая циферка, терция вверху. Терция вверху. Прям с тюном с каким-то работает. Пятый номер, квинта вверху, квинта, пятая ступенечка. Ну, интересно, но опять же, работать надо уметь очень и очень осторожно, да. Октава вверху, шестая цифра. С октавой проще. Дальше, седьмая цифра, это у нас октава внизу плюс октава вверху. Страшно даже представить, что это будет. Ну, что интересно, вполне нормально. Восьмой номер, квинта внизу плюс терция вверху. Квинта внизу плюс терция вверху. Хоровое пение такое церковное получается, да? Девятый номер, квинта внизу плюс квинта вверху. Квинта внизу и квинта вверху. Ой, как в ноты надо попадать, ребята. Десятая цифра, терция внизу и терция вверху. Терция внизу плюс терция вверху. Кнопочка поправила немножко положение. Ну и, наконец, 11 номер у нас терция плюс квинта вверху.
оба интервала вверху. Терция, третья ступень и пятая, и все вверху. Вот такие вот дела у нас. Теперь дальше. Ревер. Зажимаем кнопку Sharp и ручкой Level устанавливаем необходимый уровень эффекта. 1, 2, 3, 4, 5. Обращаю внимание, что если мы просто будем крутить ручку Level, то этим самым будем регулировать громкость наших гармоник, если эффект будет включен. Следующий момент. 7 слотов для собственных пресетов. Тут все просто. Накрутили эффект, какой нам нужен, зажали и подержали кнопку Favorite, он сохранился. Ну а для какого-то запоминания, где у нас что, вся эта семерка окрашена в разные цвета. Останется только где-то себе пометить, что фиолетовый цвет — это песня такая-то, желтый такая-то, ну и так далее. И еще одна маленькая фишечка — это режимы тона. Зажимаем оба футсвича, и если светодиод кнопки Sharp не горит, это режим Flat. Если окрашивается в красный, включается теплый режим Warm. Видим синий цвет, активен режим Bright. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь немного о том, что тут с подключением и другими особенностями. Микрофонный вход-выход выполнены на разъемах XLR. Инструментальные на джеках 6.3. При подключении гитары не забываем переключить тумблер в положении Line-In. Фантомное питание, как видим, есть, так что конденсаторные микрофоны добро пожаловать. Регулятор гейна присутствует, ну и в финале всего переключение заземления и вход для блока питания на 9 вольт, который идет в комплекте с педалью. Последнее, что можно сказать об этой педали, это то, что от батареек она, к сожалению, не питается, хотя, может, и сожалеть тут не о чем. И кнопки общего включения прибора конструкции не предусмотрено. Ну, нет, так нет. Что ж, друзья, коротенько, но, тем не менее, все вам рассказали и показали. Конечно, можно сказать, что эта игрушка не для всех, что она дороговата, но тем, кто работает с вокалом постоянно, сам или с кучей поющего народа, она может оказаться очень даже полезной. Мало того, что вокал реально преображается и уплотняется, пачка плюс ревер, так еще и педалька это очень хорошо дисциплинирует. То есть, задав ей тональность и режим гармонизации, нашу с вами вокальную фальшь она терпеть не станет. Начинаем даже слегка косячить, алгоритм может обидеться и повести себя непредсказуемо. И тогда в нужном нам красивом минорном аккорде могут прозвучать дико неуместные ноты из мажора. Так что и как некий вокальный тренажер этот процессор может нам очень и очень сгодиться. Все на этом. Думайте сами, решайте сами, занимайтесь пением и берегите свое здоровье. Спасибо, что были с нами, и до встречи. Ну, вот таким вот образом мы теоретическую часть мы уговорили. А о чем? Что? О чем? О чем была теоретическая Нет, часть? о Да чем ни о чем. говорили. Понятно.